Хамид, убери кальян. Убери кальян, Хамид. Я тебе уже говорила, на уроке Еще не одну курить. затяжечку. Все, убрал. Он меня успокаивает. Так, хорошо. Продолжай. Здравствуй, дорогой друг, с вами Дюха Твердов, кальян продажный на воде, и настало время обозреть один из самых миниатюрных кальянов на рынке по приемлемой цене с очень лаконичным названием «Пиздюк». Действительно, кальян «Пиздюк» маленький, как мои младшие братья. Замечательный кальян стоит всего 3400 рублей, приобретаете вы его сразу полным комплектом, но кроме, пожалуй, чашки коллауда, что на самом деле небольшая проблема в наше время достать. И курится он довольно-таки хорошо. Уже давно, я надеюсь, во многих головах прошел этот стереотип, что кальян должен быть высоким. Кальян абсолютно нормально курится, даже если он такой маленький. Самое крутое в этом кальяне то, что он полностью помещается в походную сумочку, которая идет в комплекте. И это, по-моему, одно из лучших решений на рынке мобильных кальянов. Кальян, который ты можешь покурить дома, можешь взять к друзьям, можешь поехать с ним на отдых, куда угодно, взять с собой своего любимого пиздюка. Что еще хочу сказать про этот кальян? Круто в нем вообще все, пожалуй, кроме непосредственно колбы, потому что колба у него особенная, то есть подходит она только для пиздюка, и если вы ее случайно разобьете, я не знаю, что вы будете делать, потому что кальян не с универсальным креплением, а подходит только на родную колбу, но колба выполнена довольно хорошо, то есть в целом кальян залить довольно сложно, в отличие, например, от того же кальяна Вайра, который тоже является очень компактным, но при всем при этом Вайру залить очень легко. И Вайра стоит, будем честны, в 2 раза дороже пиздюка. Здесь мы имеем нержавеющую сталь, коробка очень компактная, все помещается, как я уже сказал, в маленькую сумочку. И помещается туда вообще все. То есть начиная от мундштука, заканчивая шлангом и всеми необходимыми штуками. Опять же, так как это даже не мини-кальян, а нано-кальян, у него нету блюдц. Но камон, кто в 2020 году стряхивает угли на блюдце? Я вообще предпочитаю курить по принципу прокурил угли, поменял, забил чашу. Вы разве не так делаете? В целом кальян выглядит неплохо, даже достойно, я бы сказал. Очень интересная обработка, шахта рифленая. Насколько это способствует теплоотводу, не знаю, потому что площадь радиатора довольно-таки маленькая. Но из минусов, которые я могу найти в дизайнерском решении, это, пожалуй, что помимо того, что колбу легко можно разбить, это клапан продувки. Потому что клапан продувки сделан просто вот такой вот цилиндрик, внутри шарик и пружинка, которая его подпирает. То есть сверху вообще ничего не прикрывает клапан. Удивительно странно, почему нельзя было придумать какую-нибудь вкручивающуюся крышечку, например. Но не знаю, оставим это на совести производителей данного кальяна. Что еще можно сказать? Сразу в комплекте идет пружинка. Шланг примерно такой же, мягкий, тоненький, как у Madpira Mini. Свой собственный маленький мундштучок, причем он даже немного раскручивается, его можно разобрать. У него очень удобная насадка под мундштуки, что тоже немаловажно и приятно. И что очень круто, кальян очень пропорционален сам себе. То есть, знаете, вот эти истории, когда делают маленький кальян, и его уменьшают непропорционально, у него некоторые части смотрятся очень странно. У того же самого Кайловера Мини, например, блюдце огроменное по отношению к кальяну, лично на мой взгляд. Пишите в комментариях, как считаете вы. Тяга. Тяга у кальяна довольно легкая. Курится он примерно как Альфа Hookah Model X, при том, что практически в 5 раз меньше этого кальяна. Опять же, диффузор можно скрутить, я не знаю, как поменяется тяга, насколько это существенно в таких масштабах, но, тем не менее, курить его очень приятно. В целом, есть подозрение, что если вслепую дать покурить этот кальян любому обычному курильщику, не супер-экстра профессионалу, то он даже не заметит подмены, что ему поставили вот такой вот нано-кальян. Потому что в курительных качествах он ничем не отличается от самой обыкновенной какой-нибудь палки от тартуки или еще чего-нибудь. Ну, сука, он маленький, он сексуальный, он приятный, его можно брать везде с собой. Это очень прикольное инженерное решение. Стоит ли кальян своих денег? Безусловно. 3400 must have, если хотите себе в походы какой-то кальян, то пиздюк это отличное решение. А самое крутое, что по сути, за 3500 покупая этот кальян, если
вы не покупаете его на последние деньги купите все-таки палку, понадежнее будет, универсальный порт и колба, но, опять же, он стоит 3500, полный комплект. В случае, если даже вы разобьете колбу, вы можете купить себе второго пиздюка. Как вам такое? Нормальная тема по мне так. Ну а на этом все. С вами был Дюха Твердов, кальян продажный на воде. Лайки, комменты вот сюда вниз оставляем. Пишите, какие кальяны стоит обозреть в будущем. Не забываем, если вы из Екатеринбурга, регистрироваться на обучение. Каждую неделю мы приглашаем 2, 3, 4 человек к нам сюда в студию. Розлюксембург 8, корпус 10, come with me. И с разными мастерами из города пробуем новые продукты, учимся, как забивать чашки. В общем, круто проводим время, так что бегом по ссылке. Ну а на этом все. Пока.